Перегрино Эрнетти был не просто священнослужителем, но и ученым, который пытался найти научное объяснение самым загадочным явлениям. Пленки содержали странные и пугающие голосовые послания, которые не могли быть обычными радиопомехами или случайными шумами. Некоторые исследователи утверждали, что эти голоса предсказывали будущее, говорили о вещах, которые еще не случились. Но почему Эрнетти решил спрятать эти записи? Что такого они могли содержать, что даже он, ученый и священнослужитель, решил прекратить исследования? Он утверждал, что в процессе исследований акустических волн столкнулся с феноменом, который нельзя было списать на обычные радиопомехи или ошибки записи. Во время экспериментов он начал слышать голоса, которых не могло быть в лаборатории. Эти звуки не только были разборчивыми, но и часто вступали с ним в диалог. Некоторые записи шептали бессмысленные фразы, но другие произносили имена, упоминали даты, предупреждали или даже угрожали. Какие же голоса были зафиксированы? Осмысленные фразы. Некоторые голоса отвечали на вопросы, будто бы находясь по другую сторону реальности. Они называли себя, рассказывали о местах, которых никто из участников эксперимента не знал. Просьбы о помощи. Несколько голосов звучали так, будто их владельцы были заперты где-то, где они не могли выбраться. В одном из отрывков человек с дрожащим голосом сказал: «Здесь нет времени. Ты должен нас услышать». Предупреждение. Одна из записей, ставшая поворотным моментом в экспериментах Эрнетти, содержала четкий мужской голос, который сказал: «Ты не должен знать об этом». После этого оборудование перестало работать, и некоторые записи внезапно исчезли. Эрнетти был шокирован. Он ожидал аномалий, но не осмысленных сообщений. После нескольких ночей переслушивания записей он понял, что столкнулся с чем-то, что не мог объяснить стандартными физическими законами. Научное объяснение – иллюзия или доказательство существования сознания после смерти. Современная наука долгое время изучает феномен электронных голосовых феноменов, EVP, записей голосов, которые не принадлежат никому из присутствующих. В 1959 году шведский исследователь Фридрих Юргенсен случайно записал голоса, которых не было в комнате. На его пленке появились слова, произнесенные умершей матерью. В 1970-х ученый Константин Раудев зафиксировал более 70 тысяч голосов, которые, по его словам, принадлежали сущностям из другого измерения. В 1980-х Кен Вебстер зафиксировал сообщения на своем компьютере, которые утверждали, что приходят из XVI века. Как это возможно? Существует несколько теорий. Гипотеза ошибки восприятия, параидолия. Один из самых скептических взглядов на этот феномен гласит, что мозг человека склонен распознавать знакомые образы даже там, где их нет. Визуально это проявляется в виде узоров на облаках, лиц в деревьях или тенях. В аудиоформате мозг может дополнять искаженные звуки, создавая ощущение слов или голосов. Скептики считают, что Эрнетти мог просто слышать случайные шумы, которые мозг воспринимал как осмысленные фразы. Но эта теория не объясняет, почему голоса называли его имя, даты и события, о которых никто не мог знать. Гипотеза энергетических следов. Согласно этой теории, звуки могут сохраняться в пространстве наподобие аудиозаписи, только на энергетическом уровне. Кирлиановская фотография показала, что у предметов сохраняется энергетическое излучение даже после их перемещения. В квантовой механике есть предположение, что информация не исчезает, а остается записанной в пространстве. Если эти гипотезы верны, то звуковые волны могут существовать вне времени. Возможно, Эрнетти действительно записал голоса прошлого, которые застряли в пространстве. Квантовая гипотеза сознания.
Современные исследования в физике говорят о том, что сознание может существовать отдельно от тела. Роджер Пенроуз и теория оркестрованного объективного сокращения. Сознание может взаимодействовать с квантовыми процессами и существовать за пределами физической формы. Исследования доктора Пим Ван Ламеля показывают, что люди, пережившие клиническую смерть, осознавали происходящее, даже когда мозг был отключен. Эти исследования намекают на то, что сознание может существовать после смерти. Значит ли это, что голоса на пленках Эрнетти – это реальные доказательства жизни после смерти? Что случилось с записями? Почему эксперименты прекратились? После того, как Эрнетти услышал угрожающее послание на пленке, его исследования резко прекратились. Некоторые из его коллег отказались продолжать работу. Часть записей исчезла. Эрнетти уверял, что некоторые записи просто пропали, а аппаратура стала давать сбой. Некоторые участники исследований чувствовали себя странно. Они утверждали, что после прослушивания записей испытывали ощущение, будто кто-то наблюдает за ними. Запрещенные открытия. Позже Эрнетти заявил, что его работа больше не может продолжаться. Он отказался раскрывать детали, намекнув, что некоторые знания слишком опасны для человечества. Что означают эти записи? Эрнетти пытался понять, что за голоса звучали на его пленках. Он был священником, но также ученым, который верил в научное объяснение происходящего. Однако то, с чем он столкнулся, не поддавалось логике. Если эти записи настоящие, значит ли это, что сознание не исчезает после смерти? Были ли эти голоса реальными душами, которые застряли между мирами? Или это был некий феномен, который мы еще не в силах понять? Эти пленки так и не были опубликованы полностью. Но если они действительно существуют, значит ли это, что у нас есть доказательства жизни после смерти, которые человечество просто не готово принять? Предсказания из потустороннего мира. Некоторые из голосов на пленках упоминали даты и события, которые на момент записи еще не произошли. «Будет великая катастрофа в воде, люди не смогут понять», эта фраза была записана в 1960-х. Впоследствии исследователи связывали ее с крушением нефтяной платформы Deepwater Horizon в 2010 году. «Огонь падет с неба, и тьма накроет города». Эта запись была найдена среди материалов, связанных с Эрнетти, но точная дата ее создания неизвестна. Некоторые связывают ее с ядерными испытаниями и крупными катастрофами. «Будет война, но не та, что вы ждете», эта фраза настораживает, так как ее смысл остается загадкой. Могли ли эти записи быть случайностью? Или действительно голосами, которые предупреждали о будущем? Тайные фразы, которые напугали исследователей. Не менее жуткими оказались фразы, которые звучали как предупреждение или даже угрозы. «Ты не должен знать это», голос произносил эту фразу несколько раз на разных записях, причем каждый раз интонация менялась. «Нас удерживают здесь», это сообщение вызвало множество вопросов. Если предположить, что голоса принадлежат реальным личностям, что значит «нас удерживают»? Кто их удерживает и почему? «Ты не понимаешь, как работает время» — странная фраза, которая перекликается с теориями квантовой физики о том, что прошлое, настоящее и будущее могут существовать одновременно. Эти фразы не могли быть просто радиопомехами. Они звучали как осмысленные сообщения, а иногда как ответы на вопросы. Что происходило с теми, кто работал с этими пленками? После публикации некоторых записей люди, изучавшие их, начали сталкиваться с необъяснимыми явлениями. Оборудование ломалось без видимых причин. Аппаратура выходила из строя после нескольких прослушиваний, а некоторые устройства начинали издавать странные шумы даже при выключенном питании. Странные сны и чувство преследования. Несколько исследователей утверждали, что после контакта с записями начали видеть необычные сны, в них появлялись темные фигуры, которые будто бы наблюдали за ними. Потеря памяти.
Один из людей, занимавшихся изучением записей, заявил, что не может вспомнить некоторые детали своей работы, как будто часть его памяти была стерта. Что, если эти записи несут в себе нечто большее, чем просто звуковые волны? Возможны и научные объяснения. Несмотря на жуткий характер этих записей, наука пытается найти рациональные объяснения. Акустический резонанс. Некоторые ученые предполагают, что звуковые волны могут сохраняться в пространстве и активироваться под воздействием определенных частот. Эффект предсказания через бессознательное. Есть гипотеза, что человеческое сознание способно улавливать вероятностные сценарии будущего. Возможно, голоса на пленках — это не духи, а проявление скрытых возможностей человеческого мозга. Квантовая теория информации. Современные исследования говорят о том, что информация не исчезает, а лишь переходит в другую форму. Возможно, голоса на пленках — это остаточные энергетические следы сознания людей, которые уже ушли. Какое бы объяснение ни было правильным, факт остается фактом: эти записи существуют, и они по-настоящему пугающие. Что скрывают эти пленки? После того, как Эрнетти прекратил исследование, часть записей была утеряна или спрятана. Некоторые считают, что они до сих пор хранятся в частных архивах. Если эти записи подлинные, значит ли это, что сознание не умирает? Кто или что передавало эти сообщения? Были ли это действительно души умерших или нечто, с чем человек пока не может объяснить? Что, если эти записи – ключ к пониманию другой реальности? Эти вопросы остаются без ответов. Но что, если человечество еще не готово узнать правду? Возможно, то, что зафиксировал Эрнетти, навсегда изменило бы наше представление о жизни и смерти, но мы не осмелились посмотреть правде в глаза. Что говорит наука о связи между сознанием и реальностью? Современные исследования в физике и нейронауке все чаще заставляют нас задуматься о природе сознания. Традиционный взгляд на него как на результат биохимических процессов в мозге постепенно меняется. Многие ученые рассматривают сознание не как продукт работы нейронов, а как нечто большее, самостоятельную сущность, которая может существовать за пределами тела. Перегрино Эрнетти мог столкнуться именно с этим феноменом. Возможно, он действительно зафиксировал то, что обычные органы чувств не способны воспринимать голоса, пришедшие из другого состояния бытия. Но как можно объяснить это с научной точки зрения? Квантовая механика и сознание, могут ли они быть связаны? Некоторые физики и философы предполагают, что сознание — это не физический объект, а квантовый процесс. Гипотеза оркестрованного объективного сокращения, Орчер, предложенная Роджером Пенроузом и Стюартом Хаммерафом, утверждает, что внутри микротрубочек нейронов происходят квантовые процессы, которые могут существовать независимо от тела. В квантовой физике есть феномен нелокальности, который показывает, что частицы могут быть связаны друг с другом независимо от расстояния. Это означает, что информация может существовать вне традиционного пространства-времени. Если сознание действительно имеет квантовую природу, это может объяснить явление выхода из тела, переживание клинической смерти и даже зафиксированный Эрнетти голоса. Могли ли записи Эрнетти стать первым доказательством того, что сознание продолжает существовать после смерти, но в другой форме? Эффект наблюдателя. Реальность меняется в зависимости от того, кто ее измеряет. В квантовой механике есть эксперимент с двумя щелями, который доказал, что частицы ведут себя по-разному, если за ними наблюдают. Это означает, что акт восприятия влияет на саму реальность. Если сознание каким-то образом взаимодействует с реальностью на квантовом уровне, значит ли это, что после смерти оно продолжает существовать, но в иной форме? Если эта гипотеза верна, то, возможно, записи Эрнетти — это не просто зафиксированные радиопомехи, а отражение процессов, происходящих в параллельной реальности. Теория параллельных миров. Сознание может переходить в другую реальность. Согласно теории мультивселенной, существуют мириады реальностей, где каждый возможный вариант событий происходит одновременно.
В 1957 году Хью Эверетт III предложил теорию многомировой интерпретации, согласно которой любое квантовое событие создает новую Вселенную. Если сознание не исчезает после смерти, оно может просто переходить в другую реальность, недоступную для нас при жизни. Это может объяснить паранормальные явления, переживания клинической смерти и даже голоса, записанные Эрнетти. Что если он действительно зафиксировал фрагменты сознания, которые перешли в другую реальность, но сохранили связь с нашим миром? Информация не исчезает – ключ к пониманию жизни после смерти. Один из фундаментальных законов физики гласит, что информация не может исчезнуть бесследно. В 1970-х Стивен Хокинг предположил, что информация может исчезать в черных дырах, но позже это было опровергнуто. Сегодня известно, что даже если объект исчезает, его информация остается в квантовом поле. Это означает, что человеческое сознание, как и любая информация, может продолжать существовать в иной форме. Записи Эрнетти могли стать первым реальным доказательством того, что сознание не исчезает после смерти, а остается в виде энергетического следа. Может ли сознание существовать отдельно от тела? В исследованиях людей, переживших клиническую смерть, было зафиксировано множество случаев, когда человек описывал события, которые происходили в его комнате, пока мозг был полностью отключен. Это заставляет ученых предполагать, что сознание не является продуктом работы мозга, а может существовать независимо. Если это так, то голоса, которые зафиксировал Эрнетти, могут быть отголосками сознаний, которые перешли в другое состояние, но все еще взаимодействуют с нашим миром. Что если Эрнетти действительно нашел способ услышать то, что скрыто от нас? Если сознание не исчезает после смерти, значит ли это, что загробная жизнь реальна? Могут ли записи Эрнетти быть первым доказательством существования сознания в другой реальности? Что если наука уже подошла вплотную к раскрытию этой тайны, но мир еще не готов принять эту истину? Эти вопросы остаются без ответов. Но если современные исследования правы, то, возможно, мы живем в многослойной реальности, где смерть – это лишь переход в другую форму существования. В 1957 году Хью Эверетт III предложил теорию многомировой интерпретации, согласно которой любое квантовое событие создает новую Вселенную. Если сознание не исчезает после смерти, оно может просто переходить в другую реальность, недоступную для нас при жизни. Это может объяснить паранормальные явления, переживания клинической смерти и даже голоса, записанные Эрнетти. Что если он действительно зафиксировал фрагменты сознания, которые перешли в другую реальность, но сохранили связь с нашим миром? Информация не исчезает – ключ к пониманию жизни после смерти. Один из фундаментальных законов физики гласит, что информация не может исчезнуть бесследно. В 1970-х Стивен Хокинг предположил, что информация может исчезать в черных дырах, но позже это было опровергнуто. Сегодня известно, что даже если объект исчезает, его информация остается в квантовом поле. Это означает, что человеческое сознание, как и любая информация, может продолжать существовать в иной форме. Записи Эрнетти могли стать первым реальным доказательством того, что сознание не исчезает после смерти, а остается в виде энергетического следа. Может ли сознание существовать отдельно от тела? В исследованиях людей, переживших клиническую смерть, было зафиксировано множество случаев, когда человек описывал события, которые происходили в его комнате, пока мозг был полностью отключен. Это заставляет ученых предполагать, что сознание не является продуктом работы мозга, а может существовать независимо. Если это так, то голоса, которые зафиксировал Эрнетти, могут быть отголосками сознаний, которые перешли в другое состояние, но все еще взаимодействуют с нашим миром. Что если Эрнетти действительно нашел способ услышать то, что скрыто от нас? Если сознание не исчезает после смерти, значит ли это, что загробная жизнь реальна? Могут ли записи Эрнетти быть первым доказательством существования сознания в другой реальности? Что если наука уже подошла вплотную к раскрытию этой тайны, но мир еще не готов принять эту истину?
Эти вопросы остаются без ответов. Но если современные исследования правы, то, возможно, мы живем в многослойной реальности, где смерть — это лишь переход в другую форму существования.